История этого города насчитывает несколько тысячелетий. Кто здесь только не побывал. Египтяне, филистимляне, евреи, греки, римляне, арабы. Настоящий учебник истории и древней культуры в камне под жаркими лучами ближневосточного солнца. И сегодня среди камней римских дворцов, театра, бань, по тем улицам, где некогда кипела жизнь, мы пройдем неспешной прогулкой, спугивая греющихся на солнце ящериц. Бейт-Шиан – перекресток торговых путей, могущественная столица древнего Десятиградия, один из центров культуры, финансов и власти Римской империи. Мы сейчас идем по центральной улице города. Да, это одна из двух центральных улиц. В римских городах улицы делились на две части. Те, которые шли с севера на юг или с юга на север, назывались Кардо, и те, которые шли с запада на восток. Вот мы сейчас идем по западно-восточной улице Декаманусу. И обрати внимание, как здесь сделана мостовая. Камни положены под углом к осевой линии. Да. Для чего это было сделано? Чтобы колеса повозок римских не попадали в стыки между камнями и не разбивали глубокую колею. Таким образом, эта мостовая могла сохраняться очень долго. Здесь повсюду ощущается преобладание греческой культуры и античных традиций градостроительства. Кстати, в древнем Скифополисе проживало около 40 тысяч жителей. Смотрите, какую замечательную мостовую они для пешеходов построили. Павлиний хвост называется этот узор. Мозаичные тротуары. Я скажу, что многие нынешние современные города просто обзавидуются такому богатству. Это фантастическая роскошь. А вот кусочек мозаики. Ничто не вечно под луной. И сколь не была велика гордыня человека, она отступает перед несокрушимой силой природы. Мы сидим, мне кажется, на каком-то месте катастрофы. Что здесь произошло? Ночью, осенью 749 года, жители Бейт-Шиана были разбужены страшным грохотом, раздававшимся из-под земли. Это было знаменитое землетрясение. По оценкам современных сейсмологов, его мощь могла достигать 9,5-10 баллов. И археологи, когда ее нашли, они не стали восстанавливать эту колонну, они ее оставили именно так, как свидетельство того землетрясения. Раскопанный в начале 60-х годов римский амфитеатр на 7 тысяч зрителей стал одной из первых крупных находок израильских археологов. Все остальное было раскопано уже в 80-е. Сурен, как жил античный театр? Театр был очень демократичным обществом, то есть, в принципе, каждый свободный гражданин мог купить себе билет, прийти в театр. Акустика здесь позволяла разговаривать без микрофонов, без усилителей, которые есть в наше время, и голос актера доносился до самых верхних точек этого театра. То есть, если я сейчас вот что-нибудь скажу с этой сцены, да, меня можно будет услышать прямо вон там? Да. Надо попробовать. Приветствую вас, драгоценные призраки древнего Бейт-Шиана и античного Скифополиса. Это не храм, это не какое-то культовое сооружение, хотя в некотором смысле тоже. Это древнеримский туалет. К сожалению, нельзя обойтись и без этого вопроса, связанного с человеческой жизнедеятельностью. И здесь почему-то сразу вспоминается известное выражение, приписываемое императору Веспасиану, который ввел оплату за посещение туалетов. До этого туалеты в Римской империи были бесплатны. К нему пришел его сын и возмутился, говорит: «Папа, ты с ума сошел? Ты взимаешь деньги за посещение туалета?» На что Веспасиан, протянув ему монету, сказал: «Ну-ка, сынок, понюхай». Тот понюхал, говорит: «Ну, деньги не пахнут». Отсюда это выражение. Мы стоим на мозаике, которая находится в общественном туалете. Да, римляне были настолько эстетами, что даже в общественном туалете они могли позволить себе положить мозаичный пол для украшения столь, скажем, утилитарного учреждения. С другой стороны, философские беседы нужно вести, сидя на мраморном сиденье, любуясь на красивую мозаику. Совершенно верно. Культура культурой. Удобство, как говорится, мы тоже посетили. Теперь самое время сделать шопинг. И мы на торговой улице, которая называлась Палладиус, так, во всяком случае, ее обозвали археологи, где находились шикарнейшие магазины, бутики античного периода. То есть, если бы я зашла вот сюда, я бы попала в какой-нибудь очень дорогой магазин. Вышла бы в самой моднючей тоге, которая шилась во 2-3 веке нашей эры. Ну, от кутюр. Ну, а то, что это были эксклюзивные магазины-бутики,
с достаточно дорогостоящим товаром, соответственно, с высоким оборотом, может косвенно свидетельствовать вот эта мозаика, которая сохранилась на полу, так как это очень эксклюзивная дорогая мозаика, изготавливавшаяся из цельных мраморных плиток. Хочу новую тогу. Меня переполняет такое чувство радости, когда я сравниваю то, что есть здесь сейчас, с тем, что было раньше. Конечно, немного грустно, что нет иностранных туристов, но нас спасает наше аудиовизуальное шоу «Ночи Шиана». Например, сегодня мы ждем 200 гостей. Мы рассаживаем людей на расстоянии друг от друга, чтобы соответствовать требованиям Министерства здравоохранения. По древнему Бейт-Шиану можно гулять бесконечно долго, погружаясь в атмосферу античности и открывая для себя невероятные узоры культурно-исторической мозаики былых времен. Думаю, что я была бы рада пожить здесь 2000 лет назад. Я восхищаюсь тем, как построен этот город. Он немного напоминает Афины, Помпеи. Здесь прекрасно. Я здесь бывала много раз, потому что я занимаюсь древней историей. И всякий раз действительно на что-то новое обращаешь внимание. Сегодня, например, первый раз с самой высокой точки холма мы видели Римский мост. Меня очень впечатляют эти виды, потому что там, откуда я приехала, нет ничего подобного. Поразительно, как много деталей сохранились до наших дней. И напоследок. Если дерево на этом холме показалось вам знакомым, вы не ошиблись. Именно здесь снималась одна из сцен мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда», вышедшего на экраны в 1973 году.